Над всей Испанией безоблачное небо. 28 апреля сего года. Было солнечно. Безоблачное, безветренное. Немножечко небо, но по порядку. Итак, 28 апреля в 12 часов 32 минуты в Португалии, Испании, Андорре и части Франции произошло отключение электроэнергии. Глава испанского оператора электроэнергетики Red Eléctrica Эдуардо Прието заявил, что два последовательных события, произошедших в 12:32 в понедельник, а затем через 1,5 секунды, указывают на отключение генерации, которое привело к перебоям в подаче электроэнергии на полуострове. Система выдержала первое событие, но не выдержала второе. Какие события? Что происходит? Вот они, забегая вперед, скажем, они сейчас разбираются, но если кратко, электричество выключилось, 55 миллионов человек примерно посидели какое-то время без света. Мне очень понравились репортажные съемки, когда у людей спрашивают на улице, а люди отвечают: мы вообще из Венесуэлы, мы сюда приехали так посмотреть, а тут так интересно, тут отключение электрической энергии, мы прям даже не ожидали. Вот. Я думаю, что веселее всего было в Андорре, которая ни к чему не причастна, но света не стало. Да. Никого не трогало. Мне больше всего нравится, что все вспоминают Испанию, все вспоминают Португалию, иногда вспоминают Францию, но Андорра как будто вообще, я понимаю, ее тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть, но вот тут вот смогли. Забыли бедную Андорру. Да, Андорра тоже сидела без электрической энергии, потому что плохо не иметь собственной генерации и зависеть от соседей, даже если ты все из себя государство. Как начали писать уважаемые кем-то издания, некоторые ухватились за предположение, что переход Испании на возобновляемые источники энергии оказал влияние на ситуацию. Действительно, с чего бы это они? Ну, давайте соответствующую цитату сейчас приведем, потом приведем еще одну цитату и посмотрим на графики, посмотрим на схемы. В общем, все, что любят постоянные зрители нашей программы. Итак, премьер-министр Испании Педро Санчес исключил возможность того, что причиной отключения электроэнергии стал избыток электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников. Во вторник господин Санчес заявил, что технические специалисты все еще пытаются выяснить точную причину обрушения, и результаты их расследования будут использованы для укрепления системы. То есть, пока ничего не ясно, пока выясняют, но, ребят, мамой клянусь, ВИЭ ни при чем. Ну и, кстати, результат всех этих выступлений, то, что результаты расследования засекречены. Нет, это-то понятно. Ну, ВИЭ ни при чем. Причем кибератаки тоже не было. Кстати, сразу была версия про кибератаку. Тут уже пошли те самые люди, которые поехали смотреть на шпиль. Много других веселых картинок появилось. Версию о кибератаке на официальном уровне в Европе отмели. Не было, ничего не было. Потом редкое атмосферное явление. Индуцированное возмущение, да, официально прозвучало, но потом подвели синоптики, которые сказали, что ничего подобного не наблюдали. Подвели. Нет. А могли бы. Тут, может быть, они посидели такие: господи, оно ж не настолько редкое, оно же повторяется периодически. И если мы скажем, что виновато вот это атмосферное явление, то, значит, с нас спросят, а почему вы не предусмотрели? Раз, два. Это значит, это обязательно повторится. Мама родная, надо что-то делать. Версию отмели. Но, кстати, глава испанского оператора электросетей заявил, что не будет уходить в отставку, поскольку энергетическая компания сталкивается с растущим давлением, в то время как власти ищут причину крупного отключения. В общем, мы не виноваты, если кратко. Ну и давайте еще одну цитатку и перейдем к схемам, графикам и всему такому. Председатель Беатрис Корредор заявила, что неверно связывать массовое отключение электроэнергии в этих странах, Португалия и Испания в первую очередь, с высокой долей возобновляемых источников энергии в общем объеме производства. Как все кинулись сразу ВИЭ защищать? А знаете, никто не нападал. Некоторые позволили себе задаться вопросом, а вдруг это поэтому? Кстати, а давайте разберемся, а что это как-то стали нападать на ВИЭ? И приводятся данные следующие. Эти данные не вполне дают нужную нам картину, но давайте, подождите. Рано картинки вешать. В прошлом году возобновляемые источники энергии обеспечили 53% выработки электроэнергии в Испании,
на момент отключения электроэнергии 59% электроэнергии в Испании вырабатывалось солнечными установками и 12% ветряными электростанциями, 11% атомные электростанции и 5% газовые электростанции. Я тут замечу вот что. Почему эти данные не в полной мере дают нужную нам картину? Потому что средние годовые показатели в данной ситуации нас вводят в некоторое заблуждение. Потому что в марте и апреле от 70 до 75% электрической энергии в Испании вырабатывались из возобновляемых источников. Более 50% в сумме это солнце и ветер. А в Португалии скромные 92% электрической энергии вырабатывались из ВИЭ. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Поэтому люди, которых до этого долгое время кормили сказками касательно того, что, ребят, угольная генерация – это ужас, от нее надо избавиться. А в Испании еще атомные электростанции, их тоже надо закрыть, потому что это ужас. А кто говорит, что плохо ставить ветряки и солнечные панели, те не правы. Вот электричество будет надежней, дешевле, и вообще надо их ставить побольше. А вот теперь, если можно, слайды наши чудесные давайте выведем на экран и посмотрим на них внимательно. И, отталкиваясь от них, уже поговорим предметненько. А то вдруг мы вас вводим как-то в заблуждение. Значит, тут мы видим 27 апреля, 28, 29. И вот... То есть 27-го все еще работает, все в полном порядке, все стационарно. Ну, это дает нам, опять же, представление о том, сколько электрической энергии надо в сутки. Несколько меньше было выработано 28 апреля почему-то. Это все Испания, если что. Мы видим с вами, сколько солнце дает, сколько дает ветер. Вот желтенькое это солнце, такой, знаете, зеленовато-голубоватый такой. Вот это у нас ветроэлектростанции. И оранжевые – это газовые электростанции. Обратите внимание, 29 апреля газовые электростанции работали, видимо, на полную мощность. Насколько вот можно было, настолько их и загружали. Это весьма показательно, потому что нужно было восстанавливать энергосистему. Но прежде чем вот Борис Леонидович у нас объяснит про восстановление, я попрошу присмотреться к ветру. И задам еще один интересный параметр. Давайте мы вот следующий слайд, чудесно красивый, местами даже замечательный. Это выработка электрической энергии на ветроэлектростанциях. Как вы видите, задействованная, мощность электростанции задействована была 8 гигаватт примерно на начало дня 28 апреля, а к моменту отключения было примерно 2 гигаватта. А еще в 32 минуты, в 12 часов 32 минуты, из 18 гигаватт солнечных электростанций куда-то делись 10 гигаватт. У нас идет сокращение производства электрической энергии на ветроэлектростанциях, и тут хопа, куда-то деваются солнечные мощности. При том, что сокращение на ветроэлектростанциях шло одновременно и в Испании, и в Португалии, и немножечко в районах Франции, которые удивительным образом прилегают к Испании. И вот теперь... У электрического тока в сети характеристик не так много. 3, я бы сказал, основные, которые нас интересуют. Сила тока, напряжение и частота. 50 Гц, вы, наверное, про это слышали. Под частоту в 50 Гц настроена вся наша аппаратура, которой мы пользуемся, промышленное оборудование и так далее, и так далее. Это такой жесткий параметр. Отклонение от него в обычных случаях задается на уровне национального законодательства, составляет порядка 0,1, не более. То есть плюс-минус 0,1 Гц. Где-то может быть больше, где-то может быть еще меньше. Такая величина. Это означает, что все электростанции работают синхронно друг с другом. Если представить традиционную тепловую электростанцию, атомную электростанцию, гидроэлектростанцию, есть ротор, есть статор. Вот ротор вращается с частотой 50 оборотов в секунду. Условно, не будем лезть в технические подробности.
Соответственно, если частота по той или иной причине меняется, а это происходит, допустим, в случае аварийного отключения какого-то из генерирующих агрегатов, то есть какая-то электростанция по причине аварии выключилась. Обычно происходит скачок частоты, но турбины, подчиняясь командам диспетчеров, либо ускоряют свое вращение, либо замедляют свое вращение, чтобы вернуться в 50 Гц плюс-минус указанное ограничение. И не более того. Если мы говорим о солнечных ветряных электростанциях, напоминаю, там вырабатывается постоянный ток, никакого переменного там нет до той поры, пока выработанная электроэнергия не поступает в инвертор, который превращает ее, собственно говоря, в переменный ток. Поддерживать частоту солнечным панелям точно нечем, там ничего не вращается. Инвертор имеет аварийную систему отключения, действует она по очень простому алгоритму. Ты, инвертор, обязан выдавать электроэнергию, которая по частоте совпадает с той, которая имеется в сети. Поддерживать ты не можешь, будь добр, попадая в указанный диапазон. Если ты не способен попадать в указанный диапазон, отключайся. Если частота в сети меняется вне зависимости от твоих действий на большей величины, чем положено, то есть отклонение не плюс-минус 0,1, а плюс-минус 0,2, выключайся, будь добр, иначе ты сожгешь свои солнечные панели. Ни о чем не думай, мы люди, потом придем и за тебя все решим. Если судить по сообщениям из Франции, то на линии электропередач Наварра-Пиренеи, это граница, перетоки в апреле месяце достигали 4 гигаватт-часов в сутки, то есть достаточно много, при этом работала одна линия электропередач, у них там больше нет. Там где-то произошел пожар. Так, все очень просто. Разумеется, линию электропередач отключили. Аварийные системы у нас работают, в общем-то, во всем мире электроэнергетики одинаково. Видишь опасность, пережди, пусть человек ее устранит, потом включится. Ничего страшного. Судя по сообщениям из Франции, частота снизилась до 49,3. Это неприятно. При этом энергосистемы Франции и Испании, и, соответственно, Португалия, объем перетоков между Испанией и Португалией настолько велик, что можно считать это единой энергосистемой. Нет там... Политическая граница есть, технологическая для электроэнергетики просто отсутствует. То есть каждая из этих систем стала работать самостоятельно. Самостоятельно искать свою частоту. Во Франции эту проблему решили в течение часа, потому что там частоту задают турбины атомных электростанций. Большие, тяжелые. Сказали вращаться чуть-чуть быстрее. Они это сделали, все в порядке. Через час система вышла на нужные параметры, все в порядке. В Испании параметры вам только что показали. Если смотреть на генерацию на солнце и на ветре совокупно, а там и там работают вот те самые инверторы, под 80%, насколько я понимаю. 75 было. На 27 числа было порядка 75%, да. Достаточно много. Ну, Португалия 92, там прям вообще хорошо. Соответственно, где-то инвертор, обнаружив, что он свою частоту 50 плюс-минус 0,1 вытолкнуть в общую сеть, где почему-то 50 плюс-минус 0,7, не может. Значит, надо выключать панель, и все. И пошло веерное отключение. Одна за другим, оставшиеся в строю генерирующие мощности видели, что не только поплыла частота, но еще и растет нагрузка. Потребители никуда не делись, от тебя требуется каким-то образом увеличить объем производства внезапно. Автоматика в таких случаях говорят: ребята, вы тут все с ума сошли, я выхожу из чата. Все, всем до свидания. Вероятнее всего, что дольше всего продержались традиционная генерация, атомная и газовая, вот то, что мы на диаграммке видели. Но, видя нарастающую нагрузку, автоматика отключила их. Что мы, собственно говоря, и видели. Происходит все это достаточно быстро. Я рассказываю медленнее, чем все это происходит. Скорость распространения электромагнитной волны в металлическом проводнике 30 тысяч километров. Площадь Испании, ее длина и ширина значительно меньше. То есть на все про все ушло меньше 5 минут. Она схлопнулась. Мне совершенно неинтересно, что говорят господа политики. Засекреченные итоги расследования можно посмотреть, что происходило утром. Мы показывали только что эти параметры. 29-го доля газовой генерации выросла вдвое или втрое. Во сколько? Сейчас вернемся, посмотрим. Вот. Она выросла даже не вдвое, не втрое,
Хотя нет, да, она выросла ровно вдвое, да. Она выросла ровно вдвое и до сих пор поддерживается. А давайте сегодня, вот буквально вчера, не сегодня, вчера посмотрим, там уже как бы зафиксированные данные за 3 мая. Нет. Вот вчера, вот, прекрасно. Газовые электростанции все еще продолжают изо всех сил работать. С утра, после того, как выяснилось, что именно не работает, энергетики Испании занялись восстановлением энергосистемы, восстановлением частоты в 50 Гц плюс-минус тот параметр, который у них задан в национальном законодательстве. Как это делается? Запускается самая крупная турбина, выравнивается ровно до 50 Гц, и она потом втаскивает на себя все остальные одну турбину за другой. Задали газовые генераторы 50 Гц, после этого можно спокойно один инвертор за другим возвращать в сеть, включать солнечные панели, ветровые панели и так далее, и так далее. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, там был целый комплекс причин, но это, по крайней мере, то, что известно. Действительно, вот этот пожар был. Действительно, переход в изолированную работу энергосистем Франции и Испании состоялся. Во Франции проблема была ликвидирована в сжатые сроки. В Испании полсуток у них ушло или больше? Не, чуть-чуть меньше даже получается, потому что они к вечеру уже частично восстановили электроснабжение, то есть... Нет, я имею в виду в нормальные параметры. Нет, нормальные параметры, да, там даже чуть больше. Там чуть больше. Подсушки куда-то. Да. Вот, собственно говоря, вся картинка. Может быть, теперь начнут прислушиваться к тому, что говорят европейские энергетики. Профессионалы там никуда не делись, там просто в духе европейских традиций заткнули рты. Они предупреждали о том, что если доля вот такой альтернативной прерывистой генерации превышает 25%, нужно очень серьезно модернизировать электросеть. Что имеется в виду? Это либо накопители. Во Франции есть горы, есть возможность строить гидроаккумулирующие электростанции, но там, где это было возможно, где есть соответствующий перепад высот между верхним и нижним бассейном, они были построены еще до появления, наступления эры возобновляемой энергетики. Строить новые просто негде физически. Значит, единственный вариант, который у них остается в резерве, либо строить новые газовые электростанции, а у них такая возможность есть, у них прекрасный комплект регистрационных терминалов, они могут принять очень много СПГ, они вообще молодцы. Либо ставить химические накопители, их много разных, там литиевые, никелевые, еще какие-то аккумуляторы. Дорого, определенный цикл, количество циклов разрядки-зарядки, но не будет вот того, что произошло. Что происходило в городах-миллионниках, в Лиссабоне, полностью исчезла электроэнергия. Ну, замечательно. Не работают банкоматы, не работает электротранспорт. Людей из метро выводят то ли полицейские, то ли армия там уже выводила. Столпотворение на всех перекрестках, не работающие светофоры. Штатно перешли на работу на своих дизельных электростанциях медицинские учреждения, слава богу, отработали. Штатно перешли на собственную генерацию на дизельных электростанциях вся система водоснабжения, которая поставляет не только грязную, чистую воду, но и не очень чистую забирает. Правда, под утро выяснилось, что с запасами дизельного топлива на системах водоканала тоже проблема. Нужного объема резервуаров не было. А пополнить за счет того, чтобы заправиться где-нибудь на нефтебазе, не получалось. Электричества нет. Но, слава богу, энергетики свое слово сказали, все вернулось на круги своя. При средней температуре по Испании плюс 30 неработающей канализации до экологической катастрофы, до медицинской катастрофы им оставались сутки. Ну, так, к слову. Тут давайте зафиксируем. Солнечная генерация и ветровая сами по себе ни при чем. Ну, ни при чем в том смысле, что это нормальные виды генерации, которые можно использовать. Вот, например, в Китае почему-то таких сбоев на данный момент, по крайней мере, не бывало. Такие сбои бывали в Германии в 2017 году. Чуть меньших масштабов. Но ярче всего выступили в феврале 2021 года в штате Техас. Вот сейчас мне очень понравилось, у нас прошла новость о том, что министр внутренних дел Соединенных Штатов заявил, что он опасается повторения такого сценария, какой был в Испании и Португалии вот в этом году в Соединенных Штатах. Дорогой друг, если вдруг нас смотришь, извини, что на «ты». Но у вас уже такое было в штате Техас. И тут можно, конечно, свалить на Байдена, но, понимаете, февраль 2021 года, это второй месяц правления Байдена, там, видимо, было тяжкое наследие предыдущего президента. Кто это был?
Предпредыдущего я предлагаю. Предпредыдущего. Во всем виноват Обама. Во всем виноват Обама. А вот Трамп все это время старался изо всех сил. Просто на руках пытался вот вынести вот эту вот традиционную генерацию. Не смог, но теперь обязательно сможет. Ирония ситуации заключается в том, что действительно это нормальный вид генерации, если понимать, как его можно использовать. Если его использовать для того, чтобы не увеличивать импорт нефти и газа из России, чтобы не впадать в зависимость от России, я не выдумываю сейчас довод. Это вот из статьи в Independent, которую мы вам цитировали, в 2 цитатках, вот, приводили оттуда выдержки, там этот довод приводится, потому что, в самих цитатах нет, но вот в этой статье, там буквально премьер-министр Испании такой: ребят, ВИА ни при чем, и вообще, как это отказываться от ВИА? Вы что? Если мы откажемся от ВИА, мы впадем в зависимость. Вы серьезно? Вам как минимум с 2021 года очень громко, а до этого чуть тише говорили: надо развивать сети, надо ставить аккумуляторы. Дорого? А кто за это заплатит? Мы не знаем, кто заплатит. Но вот ваши хотелки, чтобы реализовать, нужно ставить аккумуляторы. Либо отказываетесь от хотелок, либо аккумуляторы нужно ставить. Денег нет на аккумуляторы. А сети? На сети денег нет. Давайте, хорошо. Зеленый водород. А на него нету спроса. Зеленый водород, если что, тоже как батарейку планировали использовать, в том смысле, что берем избыток электрической энергии, производимый на ВИА. То есть вот много ветра, много солнца в системе, столько не надо, все излишки отправляем на производство водорода. Из воды. То есть берем электролизер, расщепляет воду на водород и кислород. Кислород обогащает атмосферу, всем становится легче дышать, видимо. А водород берем и используем как самостоятельный энергоноситель. Тем более, что пресной воды у нас в Испании полным-полно. Да. Я не просто так про это вспомнил. У них в прошлом году случилась засуха. Если вы сейчас эти графики отмотаете назад, давайте еще посмотрите раз. Долю гидрогенерации. Вчерашний. Там найти можно, конечно, но сложно. Целых почему? 6,4%. Это успех. И вот эту воду надо попросить электролизеров, чтобы они ее закачали в электролизеры. Я сейчас шокирую Бориса. Морскую можно использовать, говорят. Честно, берем избыток электрической энергии, ставим опреснители. Опресняем воду, берем получившуюся пресную воду, из нее делаем водород. А почему бы и нет? А вот хорошая схема. Поскольку у них там скучно на побережье, то образовавшиеся излишки морской соли мы и закопаем. Неплохой вариант.